Можно ли отличить парфюм за 10 евро от аромата за 90 евро? На мой взгляд, нет. Там должен быть человек, который очень хорошо разбирается. На самом деле очень все индивидуально. Первую секунду, первые минуты, наверное, это практически невозможно. Я уверен, что человек, который разбирается в этой сфере, он отличит. Наверное, как и с вином. Мы провели слепой тест парфюмерии в Санкт-Петербурге и Минске для того, чтобы беспристрастно оценить стоимость популярных ароматов. 12 образцов в 3 ценовых категориях – Lifestyle, Middle и Luxe. Удастся ли обычным посетителям торгового центра в Санкт-Петербурге беспристрастно определить ценовую категорию парфюма? Несмотря на очевидную, на первый взгляд, простоту задания, далеко не всем удалось верно соотнести ароматы с их ценовыми категориями. Чтобы проверить неоднозначные результаты, мы продолжили эксперимент в Минске. Смогут ли 3 участников слепого теста с завязанными глазами определить ценовую категорию парфюма? Удивительно, но ни одному испытуемому не удалось точно определить ценовые категории всех женских ароматов. Но каким будет результат, если провести тест с многочисленной группой экспертов? Представителями мира моды, красоты и обычными покупателями. Урны с блоттерами были вскрыты перед всеми участниками, и каждый мог наблюдать за подсчетом голосов. Но мало кто мог предугадать полученные результаты. Совсем неожиданно для участников эксперимента 76% экспертов существенно понизили ценовую категорию ароматов люкс. В категории middle треть испытуемых понизили цену ароматов, а четверть отнесли их к более дорогому сегменту. А вот ароматы категории Lifestyle более половины участников значительно повысили в цене. Удивительно, но результаты слепого теста в Минске и Санкт-Петербурге оказались в равной степени неожиданными. Более половины посетителей торгового центра в городе на Неве понизили ценовую категорию ароматов люкс. А вот ароматы категории Lifestyle 73% респондентов повысили в цене. Мне понравились дешевые духи, как оказалось, и совершенно не понравились дорогие. На мой взгляд, было достаточно сложно, потому что половина правильных ответов я совпала, половина неправильных. Не надо вестись на бренды, надо вестись на свой нюх. Неважно, сколько стоят духи, важно, нравятся ли они тебе. Читайте полный отчет об эксперименте «Аромат дороже денег» на сайте Blind Test Dealers Buy.